Когда Альберт Райтс вышел подстричь свой газон, он меньше всего ожидал, что земля под ним провалится. Оказалось, что Альберт и остальные его соседи жили на вершине провала. Еще более удивительным было то, что этот провал вел под землю. Это был обычный день в Блэк-Хоке, Южная Дакота. Житель Альберт Райтс вышел подстричь свой газон, как делал это много раз до этого. Затем произошло нечто, что изменило все. Мужчина почувствовал что-то странное под ногами. 56-летний мужчина осторожно обернулся, чтобы посмотреть, что происходит. Когда Альберт обернулся, он с трудом поверил своим глазам. Всего в футе позади него начиналась гигантская воронка, которая образовалась из ниоткуда. Что делают люди, когда их собственность проваливается в карстовую яму? Альберт бросился в соседний дом. Он постучал в дверь Джона Трюдо, с которым тоже происходили какие-то необычные события. Джон уже в то утро заподозрил неладное, потому что кран внезапно перестал работать. Рассказа Альберта было достаточно, чтобы официально объявить о чрезвычайной ситуации. Жена Джона поспешно позвонила в 911. Как оказалось, пострадали не только их соседи. Когда прибыли власти, они быстро вывели всех в безопасное место. Именно тогда они обнаружили, что воронка возле дома Альберта была не единственной. Еще одна воронка появилась прямо через дорогу. Сразу же были эвакуированы 6 семей. Это число удвоится, как только эксперты установят причину образования провалов. Но для поиска ответа на этот вопрос требовались не полицейские, а спелеологи. Когда спелеолог Адам Уивер услышал о том, что случилось с окрестностями, он вызвался проверить это. Адам является членом Грота Паха Сапа, подразделения Национального общества спелеологов, то есть людей, которые изучают пещеры. Адам, имеющий степень магистра в области рационального использования природных ресурсов, предложил попытаться составить карту того, что, по его мнению, было естественной воронкой. Когда он прибыл со своей командой, они вскоре обнаружили, что оказались по уши в дерьме. Когда Адам и остальные члены команды Паха Сапа медленно спустились в карстовую воронку, они быстро поняли, что это совсем не то, чего они ожидали. Они обнаружили, что дыра ведет к заброшенной гипсовой шахте. Шахта была более 600 футов в длину, и в ней все еще были буровые скважины и горное оборудование. Хотя Адам знал, что в этом районе много гипса, ему и в голову не приходило, что там может быть заброшенная шахта. Вероятно, это ускользнуло от его внимания, потому что шахте было несколько десятилетий. Впервые она была открыта в 1920-х годах и закрыта 3 десятилетия спустя. Тем не менее, там остались старые предметы, такие как ручная тележка для добычи полезных ископаемых. Они также обнаружили кости, которые, как подтвердила жена Адама, палеонтолог, принадлежали теленку. Другой житель грота Паха Сапа, Кристофер Пилари, поддержал это мнение в своем интервью радио SDPB. Кристофер сказал: «Имея опыт путешествий под землей, мы с осторожностью подходили к этому, но поняли, что кто-то должен это сделать, и мы единственные, у кого есть опыт в этой области». Поднимаясь наверх, спелеологи никогда раньше не сталкивались с такой находкой. Команда из грота Паха Сапа осторожно продвигалась вглубь шахты, делая по пути невероятные открытия. Они все еще могли видеть старые железнодорожные пути, которые использовались, когда шахта еще функционировала. Даже природные элементы в пещере таили в себе определенную тайну. Какими бы интересными ни были находки, сделанные командой, они также представляли собой предметы, которых можно было ожидать в заброшенной шахте. Старые инструменты, останки животных, ветхая древесина. К большому удивлению спелеологов, с вершины шахты свисал автомобиль. Он был зажат между камнями и, казалось, провалился в яму, если смотреть с поверхности.
Кристофер описал его как наполовину торчащий из потолка. Однако это был не новый автомобиль. На самом деле это был Ford Crestline Sunliner 1954 года выпуска. Группа была поражена, увидев такое в шахте, и начала строить предположения о том, что же произошло. По обычным меркам машина выглядела так, словно ее привезли со свалки. Все стекла отсутствовали, краска была сильно повреждена, и все было покрыто ржавчиной. Тем не менее, Адам отмечает, что машина находится в очень хорошем состоянии, учитывая то, что ей пришлось пережить. Это правда, что машина могла быть гораздо более разбита. Она могла скатиться по камням и разбиться вдребезги. В связи с этим возникает вопрос, что именно произошло с автомобилем? Команда предположила две возможности того, как Форд оказался там. Первая заключается в том, что автомобиль упал в шахту после того, как она закрылась из-за провала. Во-вторых, он был там все это время. Он мог принадлежать одному из рабочих и в конечном итоге попасть в ловушку в шахте. История происхождения Форда, скорее всего, останется тайной, поскольку Адам считает, что она, вероятно, никогда не всплывет. Находка Ford Crestline Sunliner 1954 года выпуска стала большим сюрпризом для всей группы. Адам сказал Хагерти, что это был потрясающий опыт. Но еще более удивительным было то, что они обнаружили дальше. Как будто одного транспортного средства было недостаточно, команда в конечном итоге наткнулась на другое. Адам подтвердил, что в шахте также находился грузовик, добавив, что он был еще старше, чем автомобиль. Грузовик стоял носом вниз и был слишком недоступен для фотографирования. Какими бы невероятными ни были находки группы, им пришлось взяться за дело и выполнить то, ради чего они туда отправились — нанести шахту на карту. Они измерили 2300 погонных футов проходов, и это только то, чего они смогли достичь. Были и другие туннели, которые обвалились или были затоплены, и поэтому не могли быть нанесены на карту. Они также обнаружили, что ширина некоторых туннелей превышала 40 футов. Высота потолков варьировалась от 12 до 30 футов. Несмотря на то, что расследование инцидента на шахте дало некоторые ответы, все еще оставалось много информации, необходимой для выяснения того, как все это произошло. Вот тут-то и вмешался Дуг Хантротс, менеджер по чрезвычайным ситуациям округа МИД, где находится компания Black Hawk. На пресс-конференции Дуг рассказал, что шахтой владела компания Dakota Plaster Company. Это вполне логично, учитывая, что гипс обычно используется для производства штукатурки. Кроме того, журнал Rapid City Journal обнаружил в своем архиве информацию об открытии завода по производству штукатурки в Дакоте в 1910 году. Далее. Это то, что семьи вынужденных переселенцев делают для восстановления своих утраченных домов. Каким бы захватывающим ни был гипсовый рудник, это открытие является горько-сладким для тех, чьи дома сейчас находятся под угрозой из-за угроз безопасности. В общей сложности из-за обвалов были перемещены 12 семей. В общей сложности от 30 до 35 человек. Джон Трюдо, сосед, к которому Альберт Райтс прибежал, когда у него обвалился газон, задал вопрос, над которым, вероятно, задумываются многие соседи. Знали ли об этом застройщики и закрыли ли на это глаза? Вопрос о том, кто несет ответственность, особенно важен, поскольку страховые компании отказываются покрывать ущерб или стоимость утраченного дома. И Джон, и Альберт сообщили, что именно так обстояло дело с их страховыми компаниями, которые просто сказали им, что их полисы не покрывают подземные провалы. В результате многие перемещенные семьи обратились к GoFundMe в попытке собрать деньги, чтобы хотя бы на время свести концы с концами. Округ МИД предпринял попытку получить средства от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, FEMA,
чтобы помочь семьям, у которых больше нет своих домов. Однако эти обескураженные жители все же включили в свой иск представителей администрации округа. Это связано с тем, что в открытых источниках указано, что Совет по планированию округа МИД знал о существовании шахты, когда одобрял застройку района. Иск также направлен против государственных агентов по недвижимости и застройщиков, которые должны были быть осведомлены об опасностях. Шахта представляла опасность не только для района, но и для близлежащей автомагистрали между штатами. В результате инженерам пришлось проинспектировать Ай-90, чтобы убедиться в отсутствии угрозы образования провалов вблизи шоссе. После осмотра 1500 футов дороги и 60 футов грунта, под ней эксперты подтвердили, что дорога безопасна с точки зрения подземной шахты. Теперь, когда дорога приведена в порядок, власти округа могут обратить все свое внимание на жителей и решить, что делать с этой удивительной находкой. Воронки всегда удивляют, но в случаях, подобных этому, то, что было найдено в воронке, было еще более невероятным. В апреле 2020 года во всем мире перед историческим пантеоном в Риме, Италия, образовалась воронка. Несмотря на то, что сама по себе воронка представляла собой чудо, по-настоящему удивительным было то, что было обнаружено под землей. Воронка, образовавшаяся в центре Рима, была обнаружена перед пантеоном, молитвенным домом, который постоянно использовался с тех пор, как был впервые построен 2000 лет назад. Он расположен на Римской площади Пьяцца делла Ротонда, именно там, где участок земли площадью 10 квадратных футов обрушился сам на себя, образовав дыру в земле. После того, как образовалась воронка, никто точно не знал, что обнаружат археологи, начав разбирать завалы. Хотя воронку перед пантеоном можно считать уникальной, карстовые провалы вокруг Рима не так уж редки. Это происходит главным образом потому, что город настолько стар, что все древние каменоломни, туннели и катакомбы, построенные в прошлом, в конце концов обрушились по прошествии всех этих тысячелетий. В Риме, особенно в восточном регионе, под мощенными булыжником улицами, которые когда-то были заминированы, есть бесчисленное множество скрытых полостей, которые теперь полны истории и ждут своего открытия. Количество провалов в Вечном городе иногда достигает более 100 всего за один год. Тем не менее, немногие из них становятся такими популярными, как дыра, образовавшаяся перед пантеоном в апреле 2020 года. Дизайн многих столичных зданий американского штата также был вдохновлен пантеоном. Помимо того, что пантеон произвел впечатление на некоторых самых известных художников эпохи Возрождения, он стал популярным местом захоронения многих влиятельных людей того времени, поскольку был перестроен в католическую церковь. Сюда входят художник Рафаэль и некоторые итальянские монархи. Сегодня туристы со всего мира приезжают, чтобы увидеть невероятную архитектуру и могилы некоторых выдающихся личностей прошлого. Поэтому неудивительно, что под землей было больше истории. Территория современного Рима была заселена людьми на протяжении тысячелетий, еще до того, как он стал цивилизованным городом. Понятно, что большая часть этой истории была утеряна под землей. Это включает в себя сеть карьеров, которые добывали древние люди. Шахтеры также вырыли полости, туннели и катакомбы, из-за которых сегодня в Риме образуются провалы. Еще одна причина, по которой образуются провалы, это рыхлая почва, на которой построен фундамент города. Карстовая воронка образовалась перед пантеоном в апреле 2020 года. Сначала это была яма площадью 10 квадратных футов и глубиной 8 футов. Хотя дыра сама по себе была большой по сравнению со всем, что находится под Римом, это была лишь малая часть того, что можно было обнаружить.
Тем не менее, дыра позволила получить представление о прошлом Рима. Команда археологов из Анса приступила к исследованию воронки, не зная, что они могут найти. Когда археологи из Анса впервые спустились в воронку, они обнаружили брусчатку, которая была выложена еще в древние времена, когда Рим был столицей империи. Всего было найдено 7 таких камней, которые датировались примерно 25-27 годами до нашей эры. Интересно, что 27 год до нашей эры также был годом основания империи. Но что еще могли обнаружить эти любознательные археологи под землей? Как мы уже знаем, Агриппа построил первый пантеон в Риме примерно в то же время, если быть точным, в 25 году до нашей эры, в то время как его тесть Август был первым римским императором. На основании этой информации историки пришли к выводу, что древние каменные плиты были частью конструкции первого храма Агриппы. Что делает это открытие еще более захватывающим, так это то, что Агриппа сам помогал в проектировании камней. Археологи были поражены этим открытием, понимая, что они стоят прямо на вершине истории. После того, как первый пантеон, построенный Агриппой, сгорел дотла, Адриан приказал построить на его месте новый, что стало одним из его многочисленных архитектурных достижений. Кроме того, он также позаботился о том, чтобы прилегающая площадь была отремонтирована. В начале 200-х годов площадь Пьяцца и Пантеон подверглись дальнейшей реконструкции, в результате которой использовавшиеся первоначально камни были зарыты глубоко в землю. Однако это был не первый случай, когда эти древние камни были обнаружены в современную эпоху. В 1990-х годах рабочие прокладывали совершенно новую сеть сервисных кабелей, которые проходили по подземному туннелю. Именно во время этого проекта они обнаружили кладку из травертина, заложенную древними римлянами. Хотя в 1990-х годах это все еще считалось невероятной находкой, открытие, сделанное в апреле 2020 года, стало еще более захватывающим из-за того, что они были найдены в карстовой яме. Казалось, они сами хотели, чтобы их нашли. Когда в 1990-х годах те, кто работал на прокладке кабелей, впервые обнаружили камни, они были исследованы, а затем перезахоронены. Тем не менее, они были засыпаны слоем пуццаланы. Суперинтендант Рима Даниэла Порро объяснила в своем заявлении, что пуццалана — это материал, который во влажном состоянии похож на цемент. Таким образом, добавление верхнего слоя после возвращения камня в землю служит своего рода защитой от повреждений с течением времени. Когда в апреле 2020 года камни были вновь обнаружены, Порро не преминул упомянуть о том, как пуццалана успешно защитила артефакты. В своем заявлении в мае 2020 года она прокомментировала, что это недвусмысленная демонстрация того, насколько важна археологическая охрана, которая не только дает возможность получить знания, но и имеет основополагающее значение для сохранения свидетельств нашей истории, бесценного наследия, особенно в таком городе, как Рим. Благодаря тщательному планированию и тактике сохранения, которые были применены для защиты камней, римлянам повезло в том, что касается времени, когда карстовая воронка Пантеона наконец открылась. Чтобы помочь устранить проблему, в марте 2018 года городские власти объявили о своем плане устранить более 50 тысяч выбоин, которые пронизывают город, чтобы предотвратить их перерастание в карстовые воронки. Мэр Вирджиния Раги выделила 17 миллионов евро, более 20,5 миллионов долларов, на реализацию проекта и предотвращение проблем в будущем. Когда Раги впервые объявила о своем новом плане по устранению выбоин,
Она пообещала, что 50 тысяч из них будут заполнены и заделаны в течение первого месяца действия программы. Однако с весны 2020 года реализация проекта значительно задерживается. Из-за этого выбоины по-прежнему представляют большую опасность как для тысяч горожан, так и для туристов, которые ежедневно ходят по улицам Рима. Кроме того, из-за отсутствия технического обслуживания продолжают образовываться провалы. Хотя провал перед Пантеоном какое-то время вызывал всеобщее возмущение, это был не единственный провал, образовавшийся вблизи одного из самых исторических мест Рима. В январе 2020 года один из таких кратеров образовался на Виа Марко Аурелио, которая находится в непосредственной близости от знаменитого Колизея. В результате городским властям пришлось эвакуировать целый жилой дом, поскольку они тщательно проверяли безопасность грунта вокруг новой дыры.